решили мы съездить с семьей на озеро. Недалеко возле нашего дома находится озеро. Мы поехали. А так как шли у нас сильные дожди, грунтовая дорога, конечно, раскисла. Мы съехали в сторону озера по грунтовке. И получилось, что оказались мы на ней одни, потому что все машины не рискнули ехать. Так, здесь я тут разговариваю тоже еще, чтобы голоса не путались в кадре и за кадром. Я изменил голос. Вот я же поменял голос. Вот. Пытаемся добраться до озера, там примерно километра полтора бездорожья. Вот. Сейчас в этот момент мы преодолеваем всякие такие препятствия. Грязь очень коварная, то есть она уже не мягкая, а такая густая, как пластилин. И налипает колеса засликовывается. Даже та резина, которая у меня стоит, у меня агрессивная стоит, АТ-шка. Не МТ-шка, конечно, да, АТ-шка агрессивная. И вот она даже засликовывается. Вот здесь сейчас мы плюхнемся, сразу только хлоп на брюхо, все, сели. Пищат, конечно, парктроники, потому что машина сразу села. Вот, пытаемся выехать, но все, блокировку все включаем, бесполезно, никуда, ни сюда. Вот у меня сын пошел посмотреть и сразу же утонул в грязи. Короче, фигня такая, мы застряли. Конечно же, дураки, и подсунули под колеса. Я попытался выехать, Это изначально, да, я сунул, это не помогло. подложил палки, но вижу, походу. вижу, что Сейчас первый ничего раунд не такой, помогает. против грязи. Срабатывает все электронные системы блокировки, бесполезно. Машина сидит, никуда даже та же не самая сдвигается. Подсунули, дальше туда подсунули, потому что кроме нас тут еще кто-то застревал. И в общем вот. Да, Теперь там пытаемся выехать. палок Что у много, нас, конечно же, не получается. палок много лежало, да, мы тут сели, конечно, здорово. Ох, вот это рвануло. Ну, вот я пытаюсь, бесполезно, сидит на брюхе. Ага, красиво. Выключай. Угу. У нас в арсенале есть Что, домкрат достаем? домкрат, Да. хай-лифт, всегда. Вот, Особенно несколько, брызговик. да, несколько раз он нас Сейчас спасал. будем, значит, домкратом домкратить. В общем, вот. И годинка получилась. Очень хорошая штука. По крайней мере, красивый кадр, то, что вот эта вот штука закликовалась. Ну, Да, в смысле, проехал. Так, и там поменьше комментирую. Ага. Твои комментарии тут не очень уместны. Ну, слушай, ничего. Просто снимаешь и все. Домкрат Короче, альтернатива чуток лебедке. подсунули. Метров 800 мы не доехали до озера. Очень липкая глина. Я всегда с собой вожу хай-лифт, домкрат, лопата у меня пристегнута и приспособление для подъема за колесом. Очень удобно, вылезти можно практически из любой нештатной ситуации, можно выбраться, не имея лебедки и дополнительных каких-то приспособлений. Домкрат. Домкрат. Домкрат тяжелый, вес его порядка, наверное, 12 килограмм. И засликованное колесо Да, колеса у нас, равно машина поднимется на метр. колеса у примерно. нас, Мессон говорит, что засликовались. Херню, чтобы она в домкрат стала. Снимаешь? Да, плохой фрагмент получился. Ну ладно.
Я пытаюсь... Плохой фрагмент. Очень страшно. Я просто слегка не так сделал. Из-за Так. этого и получилось. Я пытаюсь ставить фаркоп, его поставил, думал, что будем делать переставку автомобиля, когда поднимается на фаркоп, а потом в какую-то сторону сбрасывается автомобиль, либо влево, либо вправо, зад. Но решили, что попробуем подложить под колеса. Или за колесо зацепить и подложить под колесо. Давай, наверное, за колесо зацепим и подложим под колесо. Да, немножко Это домкрат не глючит. подзаржавел немножко, Как? пылью, грязью забился, мы его ВДшкой смазали. В общем, ладно. Сын у меня оператор, снимает. Ты можешь подержать эту хрень? Эту хрень, да, подержать могу. Держи. Держи. Да, Камера пишет, нет? камера пишет. Да. Капец. Я сейчас разорвусь, блин. Пускай. Ага. Пускай. Цепляется за колесо Вроде ок зацепили. и упирается в покрышку, в колесо. А что стоять? Домкрат? Глючит. И поднимаем на 1,20 м, можно поднять автомобиль. Поднимаем не сильно высоко, сантиметров на 10 мы подняли. Для того, чтобы под колеса Палки, ветки. подложить. колеса. Да, палки, ветки. Засовываем. Камни, кирпичи. Любую фигню, да? Которая только может подставиться как опора. Ой, фигню. Ну, значит, эту фигню тоже. Я, так как я оператор, не могу в этом всем не участвовать. В этом все плюсы оператора. Да, оператор с чистыми руками, и в чистых сапогах. Это тоже. Сюда же. Так, все. Прошу камнями в оператор не кидать. Он снимает не так часто, поэтому Так что, Есть будем некоторые перекидку нюансы делать по или съемке. все-таки подкидку? Не, подкидку. Перекидку делать не будем. Угу. вот мы Подкидку это, ну, этот, подложили подкидать под что-нибудь, одно колесо, Да. веток, палок. Сейчас подложим под просто так другое. говорить, это просто подкидать, говорят. Включим блокировку заднего моста и выедем назад. Блин. Еле-еле. Ну. Сумели. Как-то мы так Подержишь? загрязниться. Да, конечно. Кто часто выезжает в такие места, домкратка, лифт и приспособление для поднятия колеса очень такая незаменимая вещь. Мне кажется, даже не нужна лебедка. Была бы лебедка, мы бы, конечно, быстрее выехали, но с лебедками есть вопросы со стороны ГИБДД, типа внесения в изменения в конструкцию автомобиля. Вот. А домкратка, лифт всегда при себе и Поехал. всегда можно его использовать. поехала. Да, по времени чуть дольше получается. Здесь мы потратили минут, наверное, чтобы поддомкратить, минут 25-30.
Отходим. Ты больше еще такого плана снимай. Единственное, что еще можно, конечно, на будущее сделать, это купить дополнительную опору под домкрат. Ну, в принципе, Да? здесь он и так у нас Просто говорю, такого хорошо плана чуть стал. снимать. Панорамного. Так. В этот период времени, когда после дождя прошло 2 дня, грязь самая опасная. То есть она уже загустевает и забивает сильно протектор. А когда сразу же после дождя продвигаешься, очень много воды, вода протектор в шинах очищает. Но сейчас прошло уже 2 дня после дождей. Как вы видите, грязь не везде, то есть некоторые только лужи есть, но именно в глубоких лужах грязь прямо липкая и засасывающая. Потом мы будем дальше пытаться проехать по вот этой дороге, и мы просто не смогли выпрыгнуть из колеи, потому что настолько скользкая и липкая колея, нам пришлось развернуться. Да, пробуем. Сейчас, Дальше. я иду только. То тут панораму снимал. Надо было накидать что-нибудь побольше. Ну, пап, раз если нету, значит и этого сойдет. Как-то Ну, вот сейчас мы поддомкратили машину, подложили туда всяких палок, веток. Сейчас будем пробовать выезжать. если остановился, ну, в принципе, ничего. Срабатывает система электронной блокировки. Задний мост заблокирован механически на 100%. Вот и все, выехали. Аллилуйя, выкарабкали. Ручеёк он такой. Вот и все. Что Аллилуйя, было, то прошло. Аллилуйя, выкарались. Ага, да, у нас машина тут на пол засела. Вот следы. Так сказать, пруфы уже есть. Да, здесь мы сидели на брюхе и сидели довольно жестко. Вот здесь с виду поворот, здесь нам нужно уйти. Если от нас смотреть, то левее на дорожку, здесь со стороны водителя, то направо. И здесь, как ни странно, мы не смогли выбраться из вот этой скользкой колеи. Так как, повторюсь, что это не МТ-шные шины, а АТ-шные, то есть это ближе к асфальту, они забились очень быстро грязью и превратились почти в спортивные слики. Чё, все? Кино не будет? А? Не хочет, кино не будет, да? Да, тут мы не смогли перебраться через Экшончика не поснимать. вот этот бугорок. Пытаемся здесь на этой площадке развернуться.
Вот место, на которое мы едем, это озеро. Не знаю, видно ли отсюда, но там есть озеро. Да, Прямо прям на крупном вдалеке плане. озеро, Да. и чем ближе к озеру, тем больше топи и грязи. Решили мы развернуться, выезжать уже в обратную сторону, потому что до озера дальше кому не хотелось, вставать и ветер. Нужно возвращаться в сторону дома. Здесь я выезжаю, сын бежит рядом, снимает. Я не останавливаюсь, потому что дорога на подъем идет. Можно, конечно, съехать в траву и ехать по траве, но мы решили, как все, по глубокой колее. У меня уже дышит тяжело. Да, это уже практически выезд. Выезжаем. Последняя небольшая лужица. Все, поездка наша подошла к концу. Закончилась благополучно. С помощью домкрата Хайлифт мы выбрались, выехали. Мы занимаемся автоподбором, проверкой авто перед покупкой, подготовкой авто к продаже. Обращайтесь.